Василина родилась без рук, и большинство людей считало, что у нее будет трудная жизнь. Всего 7 лет спустя она совершила нечто удивительное, что по-настоящему шокирует вас. Жизнь может быть трудной, особенно когда у тебя нет рук. Именно это случилось с Василиной, которая родилась без рук. Это усложнило ее жизнь, но это еще не все. К сожалению, родители Василины не смогли справиться с трудностями воспитания своего ребенка с особыми потребностями. Поэтому они приняли душераздирающее решение оставить свою малышку в детском доме, надеясь, что кто-то другой позаботится о ней. Это было трудное решение, но они и не подозревали, что в жизни Василины произойдет нечто удивительное. Приют разместил фотографию маленькой Василины на Facebook с подписью, в которой подробно описывается ее печальная история. Пост стал популярным и привлек внимание Альмиры и Криса Надсонов, миссионерской пары из Москвы. Альмира и Крис происходили из очень разных семей, у каждого из них была своя история. Альмира выросла в мусульманской семье в Бишкеке, но во время учебы в университете в ее жизни произошел неожиданный поворот. Она познакомилась с британской парой, которая познакомила ее с христианством. Хотя поначалу Альмира колебалась, она почувствовала глубокую связь с посланием любви и сострадания, которое несет христианство. В конечном итоге этот путь привел ее к продолжению образования в Соединенных Штатах, где она узнала больше о Христе и страстно захотела помогать нуждающимся. Крис, с другой стороны, был американцем, выросшим в христианской семье. Он познакомился с Альмирой, когда она училась в Соединенных Штатах, и они оба хотели изменить мир к лучшему. Супруги решили стать миссионерами и работали волонтерами в онкологической клинике, чтобы утешать матерей. Они верили в то, что нужно распространять любовь и радость, что помогло им построить крепкие, исполненные любви отношения друг с другом. Несмотря на то, что Альмира и Крис Надсон были из разных семей, их обоих объединяла глубокая любовь к детям и сильное желание помогать другим. Поэтому, когда они увидели фотографию Василины и прочитали ее печальную историю, в глубине души они сразу же поняли, что хотят быть ее родителями. Тем не менее, Альмире и Крису пришлось принять непростое решение об усыновлении Василины. Они задавались вопросом, хватит ли у них сил и терпения заботиться о другом ребенке, особенно о ребенке с особыми проблемами. Они также задавались вопросом, сможет ли кто-то другой дать Василине любовь и заботу, в которых она нуждается. Поэтому они начали молиться и надеяться, что другая, лучшая семья усыновит ее. Но что-то внутри них продолжало подталкивать их к Василине, что-то, что находило отклик у них самих и еще сильнее у одного из их сыновей, Дениса. Оказывается, Денис тоже родился без рук и без ног, и он очень хотел, чтобы Василина была его сестрой. Удивительно. Но двое других их сыновей, Радик и Эйден, тоже захотели иметь сестру, хотя Радик немного больше беспокоился о том, что у нее нет рук. Время шло, а Альмира и Крис все не могли перестать думать о Василине. Они думали о любви и счастье, которые они могли бы ей дать, и о тех огромных возможностях, которые они могли бы ей предложить. Они поняли, что у них есть чем поделиться, и были готовы сделать все возможное, чтобы Василина была счастлива, и о ней хорошо заботились. С полными надежды, сердцами и твердой решимостью пара приняла важное решение взять Василину в свой любящий дом, несмотря на то, что знала, что это будет нелегко. Они были полны решимости создать для Василины любящий дом. Альмира и Крис верили, что с их любовью и целеустремленностью они смогут преодолеть любые трудности, которые встретятся на их пути. Они не подозревали, что впереди их ждет множество препятствий. Как только Альмира и Крис начали юридический процесс усыновления Василины, они столкнулись со множеством неожиданных проблем. Одной из главных проблем был тот факт, что Крис был гражданином США. Несмотря на то, что его жена Альмира была этнической русской гражданкой,
и пара проживала со своей семьей в Москве, Россия. Несмотря на их предыдущий опыт усыновления, решение суда оставалось неопределенным. Супруги до самой последней минуты беспокоились о том, разрешат ли им усыновить маленькую Василину. Для Альмиры и Криса это был трудный и неопределенный путь. Супругам пришлось пройти через множество бумажных разбирательств и встреч, хотя они не знали, согласится ли суд. Наконец, после долгого и напряженного ожидания, российский суд вынес решение в пользу Альмиры и Криса. Супруги были вне себя от радости и облегчения, что теперь они могут стать родителями Василины. Им не терпелось поприветствовать ее в своем доме и сделать частью своей семьи. Специально для своей новорожденной дочери Альмира приготовила специальную комнату, наполненную игрушками и книгами. И с нетерпением считала дни, когда они, наконец, смогут взять Василину на руки. Появление Василины в доме Кнутсенов принесло как огромную радость, так и новые проблемы. Когда Василина впервые приехала домой, она много улыбалась, но почти сразу же начала закатывать истерики. Много истерик. Однако они поняли, что на самом деле это было к лучшему. Это означало, что она начала привыкать к своему новому дому и чувствовать себя менее напряженной, чем в детском доме. До того, как ее удочерили, она даже не привыкла к тому, чтобы ее брали на руки. Ее новая мама понимала, что истерики Василины были важны. Они свидетельствовали о том, что она приспосабливалась к своей новой жизни и хотела быть более независимой. Василина училась доверять своей новой семье и по-своему исследовать окружающий мир. Со временем истерики Василины стали реже, и она почувствовала себя счастливее и в большей безопасности в своем новом доме. Ее новые братья Эйден, Радик и Денис сразу же влюбились по уши и обожали свою новую сестру. Они не могли насытиться ею, осыпали поцелуями, гладили по голове и постоянно заботились. Эльмира заметила, что Эйден всегда присматривал за Василиной, пока она ела, демонстрируя свою глубокую привязанность к ней. Даже когда Эйдена не было в лагере, Василина звала его, желая, чтобы он был рядом. Денис был вне себя от радости, так как чувствовал, что у него особая и глубокая связь со своей сестрой, которая понимала его трудности, и то, что он всегда чувствовал себя непохожим на всех остальных. Вместе они могли смотреть друг на друга и чувствовать, что они действительно принадлежат друг другу, что они больше не одиноки. Малышка Василина наконец-то увидела кого-то, кто был похож на нее. Конкуренция за внимание Василины между мальчиками была жестокой. Когда двое старших не уезжали в лагерь, они ссорились из-за того, кому быть с ней, желая быть рядом с ней и смешить ее. Эльмира с улыбкой наблюдала за этим любовным соперничеством, благодарная за то, что Василина стала сердцем их семьи, принося столько любви и радости в жизнь каждого из них. Благодаря поддержке своей семьи, Василина смело встречала трудности и проявляла невероятную решимость. Поначалу Василине было трудно ходить. Она оперлась на голову, чтобы встать, но, сделав всего один шаг, продолжала падать из-за потери равновесия. Однако она продолжала пытаться и в конце концов научилась вставать и делать несколько шагов самостоятельно. Шли годы, Василина становилась старше и становилась еще более удивительной. Она научилась делать повседневные вещи ногами и обнаружила, что у нее есть талант к искусству. С помощью специальных инструментов она начала рисовать пальцами ног и создавать красивые картины, которые демонстрировали ее уникальную перспективу. Но это еще не все. Любознательность Василины подтолкнула ее к изучению технологий. Она научилась играть в компьютерные игры, используя устройства, разработанные специально для нее, и стала делать это действительно хорошо, впечатляя всех. С каждым днем Василина доказывала всем, что ничто не может ее остановить. Она продолжала удивлять и вдохновлять своих братьев и родителей своими невероятными талантами и непоколебимым духом. Однако, когда Василине было 7 лет,
Она сделала нечто, что повергло всех в шок. Эльмира сняла это на камеру и выложила видео на свою страницу в Facebook. Люди не могли поверить своим глазам, и вскоре видео стало вирусным. На видео Василина ест пальцами ног. Она взяла вилку пальцами правой руки, а затем медленно поднесла ее ко рту, чтобы откусить кусочек. Ого, почти. Хотя блюдо и рассыпалось, Василина не сдавалась и левой ногой поправила блюдо на вилке, прежде чем попробовать еще раз. И угадайте, что? У нее получилось. Всем пользователям интернета понравилось потрясающее видео Василины. Они были поражены ее решимостью и тем, как она могла все делать по-другому. Люди со всего мира были вдохновлены ею и поделились видео со своими друзьями. Василина мгновенно стала знаменитой. Эльмира решила поделиться с миром еще одним новым видео. В этом видео она продемонстрировала поразительные успехи Василины и ее исключительную способность есть, рисовать и играть ногами. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.